Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю ароматную и очень нежную запеканку, которая покоряет с первого кусочка. Она настолько вкусная и простая в приготовлении, что стала моей любимой выпечкой из творога, особенно если есть в наличии свежие ягоды. Те, кто пробует мою творожную запеканку, думают, что это чизкейк, и конечно удивляются, что именно творог является главным ингредиентом в этом десерте. И самое удивительное, что кроме запеченного суфле в этом рецепте нет песочной основы или коржа, который обычно готовят на королевскую ватрушку или классический чизкейк. А потому от самого начала и до самого конца разрезания или отламывания кусочков вы не почувствуете ничего, кроме мягкого и как облако десерта. И готовится она настолько просто, что станет находкой для выпечки на скорую руку. У 3 яиц предварительно необходимо отделить белки от желтков. Все особенности рецепта по продуктам смотрите в рекомендациях под этой публикацией. В творог добавляю кукурузный крахмал, соль, ванилин, сметану и желтки. Пробиваю творожную массу погружным блендером до однородного состояния, чтобы на поверхности не осталось творожных крупинок. Друзья, на канале есть очень вкусная королевская ватрушка с очень вкусной творожной основой. Обязательно посмотрите этот рецепт. Вот такая глянцевая творожная масса получилась. В белки добавляю сахар. Взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной меренги, которая хорошо держится на лопастях миксера. Меренга получилась пышная и устойчивая. Выкладываю всю меренгу в творожную массу. Осторожно перемешиваю ручным венчиком сверху вниз, чтобы все ингредиенты смешались. Вот такое творожное суфле получилось. В разъемную форму 21 см с выстеленной пекарской бумагой выкладываю все творожное суфле. Борта формы рекомендую смазать сливочным маслом, тогда процесс извлечения готовой запеканки будет значительно проще. Поверхность суфле разглаживаю силиконовой лопаткой и несколько раз проворачиваю для выравнивания. Убираю форму с творожным суфле в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Остывшую творожную запеканку украсил спелой крупноплодной малиной. С помощью сита обсыпаю малину сахарной пудрой, что придает очень аппетитный вид этому изделию. Вместо малины можно использовать другие ягоды по вашему вкусу. Творожная запеканка с малиной из холодильника освежает и дарит массу положительных эмоций. Сочетание малины и нежного творожного суфле – это настолько гармоничное сочетание, что можно готовить хоть каждый день, особенно если в наличии есть свежие ягоды. Все, кто пробует мою творожную запеканку, всегда просят добавки, настолько вкусный получается десерт из творога. Рекомендую подавать творожную запеканку с горячим чаем, кофе или компотом. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал. Очень вкусно. Нравится, да? Угу.